Когда все начиналось, никто до конца не понимал, во что ввязывается. Мы просто выполняли приказ. Тарков, зачистка, эвакуация. Все как обычно. А потом Тарков стал клеткой, и клетка проржавела. Город стал капканом. Леса, склады, берега. Каждый метр тут пропитан смертью. Неважно, кем ты был раньше. Бир, Юсек или просто выживший. Теперь ты либо охотник, либо добыча, а чаще и то, и другое. Юсеки. Они, конечно, тоже мясо в этой мясорубке. Но не забуду, как они сюда пришли, с небывалой наглостью, будто им все позволено, вне закона. Их не интересует ни мир, ни выживание, только контракты и прибыль. Но знаешь, в какой-то момент и они начинают стрелять просто потому, что больше ничего не умеют. Эвакуации почти не было. Люди в панике сами заполонили выезды. В одном рейде мы сопровождали колонну из 6 гражданских машин через старую развязку у Ультры. Там устроили засаду. Не культисты, не Юсек, просто дикие, как стая собак. После этого я понял, выживает не тот, кто сильнее, а тот, у кого нет совести. Однажды шел в сторону общак и вдруг слышу женский крик. Не то, что ты хочешь слышать в таком месте, еще и ночью. Зашел, в коридоре тусклый свет. Трое в проходе столпились. Один держал девушку, лет 20, может, меньше. Остальные ржали, спорили, кто первый. Она даже не сопротивлялась. Смотрела сквозь них, будто уже все произошло. Я не думал. Просто поднял ствол и начал. Без разговоров. Потом долго сидел у лестницы. Какой же, блядь, ужас они могли с ней сделать? Отвел ее к терапевту. Помогла. Дикие невыживальщики. Это маньяки, добравшиеся до оружия в условиях беззакония. В них ничего человеческого не осталось, лишь бы наживиться. И жажда делать больно, просто потому что могут. Как-то механик с егерем отправили нас Достоевский осмотреть. Ресторан теперь как морг. Внутри мертвая тишина. Слишком тихо. В проходе висел труп в мешке. На стенах какие-то рисунки, символы, знаки, кровь. Никакой стрельбы, никакого звука вообще. Только в углу камера на треноге все еще мигает. Кто-то транслирует это. Мы стояли как вкопанные. Даже дыхание задержали. В один момент стало ясно, с нами играют. Здесь что-то произошло, и оно еще не закончилось. Тот день потом долго снился. Беззвучный, липкий, как кошмар наяву. Боссы Таркова. Так теперь этих бандюганов называют. Вернули город в 90-е. Глухарь держится с охраной на Росрезерве, как будто это его собственность. Криминальный пахан с армейскими закосами. Санитар, бывший сотрудник Terra Group, окончательно ёбнулся со своим обдолбасом. Своих лечит, а на чужих опыты ставит, не моргнув глазом. И докторша это прикрывает его вечно, мать Тереза. Все, пакуйте его! Эти люди не за идею. У них либо власть в башке замкнула, либо остатки человечности давно сгорели в этом аду. А что касается самого конфликта, все началось с Terra Group. Коррупция, тайные лабы под городом, рейды. Руководство успело смыться, а вот рядовые остались там навсегда. Мы нашли одну лабораторию. Там пусто, но компьютеры все еще работали.
Говорили, что они разрабатывали биотех для сельхоза. На деле ставили опыты над людьми и штамповали боевые стимуляторы. Штука классная. Конечно, сам пару раз пробовал. Но проблема в том, что никто не захотел остановить этот беспредел. Ни правительство, ни ООН. Только мы остались стрелять, умирать и разгребать их дерьмо. Помню, как прапор в один из редких моментов откровенности налил мне стакан и сказал: «Знаешь, сынок, мы тут все застряли. Только я не на передовой, а в голове у этой гниющей рыбы». Он не хочет войны. Он просто знает, что пока она идет, у него есть место и власть. И ты в этот момент понимаешь, выхода не будет, пока такие, как он, на своем месте. А гражданские... Мы нашли женщину с ребенком в подвале. Они там прятались недели-две, без света, без еды. Она держала нож. Простой кухонный нож, и смотрела на нас, как на врагов. И знаешь, она была права, потому что мы были вооружены, грязные, с глазами дикими. Уже не люди. На маяке теперь кто-то есть. Смотритель. Первым не стреляет, почти не выходит. Говорят, знает ответы, но не рассказывает. Один раз я видел его. Сидел у ограды, смотрел на горизонт, будто что-то вспоминал. Или ждал. Никто не знает чего. Может, он уже выбрался. Только не телом, головой. Просто выключил весь этот шум. Если был бы способ сделать так же, я бы попробовал. Иногда кажется, будто я уже давно умер. Просто тело еще ходит, стреляет, жрет консервы и надеется, что в этот раз повезет. Что найдешь путь, что вытащишь себя из этого болота. Но болото тянет обратно, снова и снова. Каждый рейд, как день сурка. Заходишь, стреляешь, уносишь, что можешь. Иногда уносишь и чью-то жизнь. А потом снова и снова и снова. Мне осточертела эта игра в выживание. Не война. Нет. Войны заканчиваются.
Здесь бесконечный гниющий конфликт, где победителей нет. Только новые могилы, да и могил нет уже. Я хочу, чтобы все это закончилось, чтобы кто-то нажал на паузу, дал нам всем выдохнуть, чтобы хоть раз не выстрел, а тишина. Не прицел, а взгляд в глаза. Не смерть, а шанс. Но знаю, надежда тут такая же редкость, как и полный магазин.